Кажу, куди ти їдеш? Кажу, по сина. А де він? Кажу, бо вивезли. Каже, а хто вивез? Кажу, не знаю, хто вивез. Не могу сказать, зачем их забрали, но не для того, чтобы их потом вернуть. Кожна повернута дитина – це потенційний свідок воєнних злочинів. Нельзя и дальше позволять процветать безнаказанности. Це чувствувало, що він живий, звісно. Все-таки мати серце чувствує свою дитину. Понятно, Росія наступила на нас, і війна це не добре. У мене представлення немає, чому вони тронули дітей. С самого начала военной агрессии против Украины в 2014 году Россия незаконно перемещает и депортирует украинских детей. Им насильно прививают любовь к России и намеренно пытаются стереть их украинскую идентичность. Дети Донбасса, дети Мариуполя – это наши дети. За нами правда, за нами Бог и наши семьи. Защитим нашу землю от серой чумы. С 2022 года депортация перестала быть скрытой практикой и теперь носит массовый, системный характер. По официальным данным властей Украины, речь идет о десятках тысяч вывезенных детей. Витя был одним из них. Когда мальчика вывезли, ему не было и 2 лет. И почти год родным не было ничего известно о его судьбе. Но сейчас он уже дома, вместе с мамой. То в мене вже все було, вже всякі мислі були. Куди його, що його, чи він в Україні ще, чи він вже не знаю де. А чи він живий, чи здоровий, чи може вже немає його на світі. Але все це чувствувало, що він живий, звісно. Все-таки мати серце чувствує свою дитину. Витя находился в Херсонском доме ребенка осенью 2022 года. Тогда город уже жил под российской оккупацией. Витю готовили к операции из-за врожденного порока, и он находился под постоянным наблюдением врачей. Его мама, Ольга, была вынуждена эвакуироваться, но сына забрать с собой не смогла. Вместе с Витей в доме ребенка находились еще около 50 детей. Кто-то, как он, нуждались в наблюдении врачей из-за тяжелых заболеваний, кто-то жил там постоянно, а кто-то попал ненадолго. Среди них были Ангелина и Женя. Их мама оказалась в тяжелой жизненной ситуации, и ей пришлось на время отдать детей в детский дом. Их бабушка, Любовь Бурина, в последний раз видела своих внуков издалека, незадолго до того, как их вывезли оккупационные власти. Ангелине тогда было 3 года, Жене всего 1,5. Да, когда дети были в детском доме, я приходила туда, но мне не дали даже свидания с этими детками. Мне их показали через окно, и одного, и второго. Вот это была последняя встреча у меня с детками. Нам никто не звонил, нам никто не сообщил о том, что детей вывозят. Наоборот, там по радио сообщали, что надо быстро детей вывести на какие-то лагеря, в какие-то пансионаты, потому что как бы оздоровить их. А в итоге они попали в Крым. Их вывезли вообще всех детей, которые находились в детских садах и находились в детских домах, интернатах. Осенью 2022 года, в разгар контрнаступления Украины, российское правительство выпустило постановление о переселении жителей Херсона, в том числе детей, на территории, подконтрольные Кремлю, и в саму Россию. В тот же день военные депутаты начали вывозить детей. На кадрах также видны чиновники Минздрава из оккупированного Крыма и несколько сотрудников Симферопольского детского дома «Елочка». Все еще по-украински, а флаг уже наш, русский. Так будет всегда. О, добрый день. Да. Меня Антон зовут, здрасте. Да, Татьяна Васильевна. Здрасте. Документы подписывала бывшая врач-педиатр дома ребенка Татьяна Завальская. Ее оккупационные власти назначили исполняющей обязанности директора. Таким образом, Россия пыталась легализовать вывоз детей хотя бы на бумаге в своем правовом поле. Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений по Украине называет конкретно эти действия военным преступлением. Человек, у которого не было никаких полномочий, подписал документ, который не имеет никакой юридической силы с точки зрения международного права. Следовательно, назначение российскими властями тоже не имеет юридической силы и является нарушением международного права.
В ходе наших расследований мы пришли к выводу, что описываемые нами в этом случае незаконное перемещение и депортация детей попадают под определение военного преступления. Всего из Херсонского дома ребенка в октябре 22-го забрали 48 детей. 2 передали частным лицам на территории Херсонской области подконтрольной России. Остальных вместе с Витей, Ангелиной и Женей увезли в оккупированный Крым и разместили в Симферопольском доме ребенка «Елочка». Но об этом стало известно далеко не сразу. Найти Витю помогли волонтеры и чиновники в Украине. Тогда Ольга обратилась к российским и украинским властям и потребовала вернуть ей сына. Но российская сторона предложила ей самой приехать за Витей в оккупированный Крым. И это был непростой путь. От Херсона до Симферополя меньше 300 километров. Но из-за боевых действий ехать пришлось через 4 страны. В Россию она въехала через Эстонию. И на границе ее ждал допрос. В первую очередь о родственниках-мужчинах. Питали, чи в мене є брати, чи в мене є батько. Кажу, нема. А де він? Кажу, помер. А де брат? Помер. А дядько? Кажу, нема, помер. Що, ви всі померли? Кажу, да, всі померли. Потім вітає. А хтось із сім'ї, кого там зяті, кажу, нема нікого в нас. Кажу, а куди ти їдеш? Кажу, по сина. А де він? Кажу, у Криму, кажу. А чого він там? Кажу, бо вивезли. Каже, а хто вивез? Кажу, не знаю. Кажу, не знаю, хто вивез. А откуда ти узнала? Кажу, мені совістили мене. Кажу, хто? Кажу, волонтери. А які волонтери? Кажу, волонтери, де волонтери. Фамилия, имя, отчество. Кажу, фамилию, имя, отчество не знаю. В России Ольгу встретила представительница офиса омбудсмена по правам ребенка, а в Крыму – сотрудники «Елочки». Как их зовут, она не помнит. Сначала у нее попросили документы, подтверждающие родство, затем выдали вместо оригиналов ксерокопии российских справок. И только потом отвели к сыну. Коли зайшла вже в другий етаж, зайшла, Вітька обідає. Каже, хай почекайте поїсть, каже, дивляться, як вони їсть. Думаю, зараз ось я буду ждати, поки він поїсть. Кажу, Вітька, каже, туди не можна відходити. Я зайшла, не питала їх, чи можна, чи не можна, я зайшла сама. Тільки дійшла, тільки до тебе. Кажу, Вітька, і він тільки зразу. До мене обнімався і на руки, все, мене більше не пустив. Среди копий документов, которые отдали Ольге, были медицинские справки, бумага о том, что Вите сделали операцию в Москве, и акт передачи ребенка матери. Он был составлен от лица назначенного оккупационными властями директора Херсонского дома ребенка Андрея Халевина, а не администрации «Елочки», откуда Ольга забирала ребенка. При этом в акте передачи указан неполный список документов, которые отдали Ольге. Российские военные политики утверждают, что они спасали детей от боевых действий. Но на 5-й год полномасштабной войны Россия продолжает их удерживать и пытается отдать в новые семьи. Владимир Путин еще весной 2022-го подписал указ о предоставлении российского гражданства сиротам из Украины в упрощенном порядке. Оккупационные власти заявили, что всем незаконно вывезенным из Херсонского дома ребенка детям сделали российские документы. Нам также удалось подтвердить, что по меньшей мере у 9 репатриированных детей есть российские свидетельства о рождении, а у Ангелины и Жени – российские загранпаспорта. Международное гуманитарное право позволяет временную эвакуацию в чрезвычайных ситуациях. Например, когда есть угроза безопасности или медицинская необходимость. Тогда временная эвакуация допустима. Но в этих обстоятельствах, как показывает проведенное нами расследование, вывоз не был временным. В «Елочке» Ольге выдали документ, в котором сказано, что ее сыну сделали индивидуальный страховой номер, или СНИЛС. Но его могут выдавать и негражданам, поэтому наверняка неизвестно, дали ли Вите российское гражданство. Неразбериха с документами потом может сыграть на руку России в будущих судах, а для Вити обернуться неожиданными проблемами. Что касается детей, которые получили гражданство России и остаются на оккупированных территориях, есть серьезные опасения насчет их милитаризации по достижении 18 лет.
правовых последствий этого в рамках международного гуманитарного права. Но есть и практические последствия, фактически принудительного включения в российское гражданство и возможного привлечения к участию в боевых действиях против собственной страны, что весьма вероятно также стало бы нарушением международного гуманитарного права. Существует процедура отказа от российского гражданства, но на практике они часто юридически сложны и могут сопровождаться рисками, например, привлечением к ответственности за уклонение от военной службы. Фактически для тех детей, которые хотят отказаться от российского гражданства, эта возможность недоступна. Для тех, кто находится не в России и не на оккупированных территориях, можно применить юридический аргумент, что сама паспортизация украинского ребенка, предоставление ему гражданства России, было незаконным и должно быть аннулировано на этом основании. Но на практике это мало что меняет для ребенка, который уже имеет российское гражданство и находится на оккупированной территории, или для ребенка, который пребывает где-то в России и его точное местонахождение неизвестно. Из оккупированного Крыма Ольгу вместе с сыном отвезли в Москву на встречу с дипломатами из Катара, которые помогли вернуть Витю и других детей. Ольга вспоминает, что для семьи организовали обед в катарском посольстве. В это время их фотографировали и снимали на видео. На этой встрече к ней подошла и российская омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова. Международный уголовный суд выдал ордер на ее арест по подозрению в незаконной депортации и переміщенні українських дітей. Вона каже, а чого їх приїжджали, хто вам сказав, що тут дитина знаходиться. А нам сказали, каже, наш офіс омбудсмена нас, український офіс омбудсмена. А звідки він знав, що він там знаходиться? Каже, знали. Так и все. Офис украинского омбудсмена и ряд гражданских организаций занимаются поиском и репатриацией похищенных Россией детей. Напрямую и через стран-посредников они требуют от России вернуть детей, хотя бы небольшими группами, и предостерегают родственников от самостоятельных поездок. У нас є вся інформація, ми знаємо, де знаходяться фізично діти, як би росіяни не намагались їх сховати за новими документами і постійним фізичним переміщенням дітей по території Російської Федерації. Я хочу використати цю ситуацію, наше з вами інтерв'ю, щоб чергово звернутися до батьків. Будь ласка, якщо ви плануєте їхати на тимчасово окуповану територію України, забирати своїх дітей навіть, я дуже раджу вас офіційно звернутися до мене, до омбудсмана України. Коли ми знаємо про те, що відбувається з дитиною заздалегідь, коли ми проводимо наперед комунікацію, коли нам, принаймні, одна з третіх країн може гарантувати фізичну безпеку для батьків, це проходить набагато простіше, легше і без негативних наслідків для родин. Когда Ольга вернулась в Украину, она рассказала исследовательнице The Reckoning Project Виктории Новиковой о том, что видела и других детей из Херсонского дома ребенка в «Ёлочке». Ми документуємо воєнні злочини Росії в Україні від початку широкомасштабного вторгнення. І у фокусі нашої уваги це діти. Це злочини проти них, депортація і злочин примусового вивезення з території України або з окупованих територій. І також ми слідкуємо дуже уважно за важким дослідженні злочині затримки репатріації. Саме з такими людьми ми часто спілкуємося. Це батьки, родичі, рідні люди, які не можуть дочекатися своїх дітей, які не можуть знайти їх на території Росії. Оля дуже боялася їхати на окуповану територію і бувати в Росії. Вона не знала російської мови, боялася, що не зрозуміє людей, які будуть там з нею спілкуватися. Задля цього вона взяла з собою в якості підтримки свою старшу сестру. Коли вони повернулися з цієї дуже довгої, виснажливої подорожі, то були в такому стані перманентного шоку. По-перше, від того, що їм вдалося все ж таки повернути дитину,
а по-друге, від тих стресів, які вони пережили, оскільки кожен той день був наповнений екстра неординарними речами, зустрічами, які відбувалися з цими простими жінками з українського села. Я на куртку взяла кофту. Среди тех, кого в елочке узнала Ольга, были не только Ангелина и Женя, но и сестры-двойняшки Надя и София. Их маму лишили родительских прав, но у них есть еще 2 тети, которые сейчас живут в Польше. Я оказалась в Польше 22 апреля 22 года, коли тільки почалась війна. Тому що коли ракета пролетіла, син перелякався. Коли вже ми жили 50 днів в церкві, ну, самі розумієте, на скамейках теж не поспиться. Коли його вже трусануло, то мені прийшлося виїжджати. Надя и София жили в Херсонском доме ребенка постоянно. На момент, когда их вывезли оккупационные власти, им было по 2 года. В 2023 году с Милой и Оксаной связались украинские следователи. Они искали биологическую мать девочек, чтобы взять у нее образец ДНК и установить родство. Так сестры узнали о существовании племянниц и о том, что их похитила Россия. Чому наші не вивезли цих дітей в безпечне місто? Вони ж теж знали, що таке може бути. Понятно, Росія наступила на нас, і війна це не добре. Бо що багато людей страдає і багато людей помирає не за що. Захищає нашу країну. Це святе. В мене представлення немає, чому вони тронули дітей. Якщо вони з Херсона, це в першу чергу вони повинні були їх вивезти. Це стоїло чекати. Херсон кожен день там бахкають. Да, алло, Оксана. Да, добрый. Здравствуйте. Нас задержали на границе, 10 часов мариновали, и мы опоздали, мы просто не успеваем. Если мы сейчас приедем к вам, то мы не успеем Милу привезти обратно в Варшаву. Майже всі родинні історії дітей з державних закладів, дітей, які перебувають під опікою держави тимчасово або постійно, вони складні. Вони делікатні і не завжди зрозумілі на перший погляд. Історія родини Клочкових така сама, вона травматична і наповнена не дуже приємними спогадами. Ці жінки, сестри, вони самі виросли в дитячих будинках, були позбавлені батьківської опіки і любові. Насправді, це в якийсь час стало певним порятунком для їхнього розуміння цінностей в житті, бо наразі, пройшовши вже і крізь війну, вони розуміють, що якими б не були між ними стосунки, і що б вони не думали одна про одну, про свої вчинки, про життя, найціннішим в житті залишаються ці родинні зв'язки. Вони готові підтримати одна одну в незалежності від цих обставин воєнного злочину. Тобто неважливо, як веде себе Росія по відношенню до родичів, дітей. Неважливо, що вони думають один про одного, але діти мають повернутися до рідних в Україну. Поддержка была, и в дальнейшем была, и общаемся так. Ответственность – это другой вопрос, и ответственность, я понимаю, что в данный момент идет война в Украине. Я в ответе за своих детей. Она, как мама, она должна взять ответственность за своих детей. Я думаю, что наших детей вернуть в Украину, украинских детей. То есть вы думаете, такой сценарий невозможен, да, что их усыновят? Думаю, что нет. Анкеты Нади и Софии появлялись на портале усыновите.рф. О судьбе девочек сейчас известно немного, кроме того, что они находятся в приемной семье на территории, подконтрольной Москве. С
полномасштабным вторжением российские власти сразу же начали искать перемещенным и депортированным детям другие семьи в России и на оккупированных территориях. Об этом не раз говорила Мария Львова-Белова, детский омбудсмен при российском президенте. Поручение было получено, а дальше что с этим делать, вообще непонятно. Ну, потому что ни документов, регулирующих это, нет, да? Как это все организовать, как эти семьи найти, как найти семьи, именно которые нужно, не ошибиться, да? И я тогда просто прозвонила своих близких губернаторов и сказала, что, ребята, вот, такой вызов. И каждый из них сказал, что я подберу, какое-то количество замещающих семей. У нас получилось 390 детишек, которые мы забрали из регионов, и мы прям самолетами привозили детей. Воспитанники Херсонского дома ребенка, как и многие другие вывезенные россиянами дети, находятся в списках на репатриацию в Украину, но их будто и не собираются возвращать домой. В январе 2026 года российский сенатор от оккупированной части Херсонской области Константин Басюк заявил, что 42 херсонских ребенка из отправленных в елочку отдали в крымские семьи. По данным источников The Reckoning Project, почти всех детей действительно отдали приемным родителям. Вместе с этим 10 воспитанников Херсонского дома ребенка уже вернули в Украину. И хотя Киев борется за возвращение оставшихся 36 детей, российские власти пытаются найти им новых опекунов. Мы обнаружили не менее 4 анкет бывших воспитанников Херсонского дома ребенка на государственном сайте усыновите.рф, которые были активны в январе 2026 года. К февралю анкет осталось 3. Анкеты маленьких Нади и Софии, а также Ангелины и Жени тоже были на этом сайте, но уже недоступны. Они прав не имеют на то, что наши дети, они не лишены родителей. На каких законных основаниях они будут усыновлять чужой народ, я не знаю как. Вот этого я не могу сказать, зачем их забрали, но не для того, чтобы их потом вернуть. Что-то мне так кажется. Если бы они их для безопасности забрали, то есть от военных действий, они могли бы их где-то оставить на украинской территории, откуда можно было бы потом забрать детей. А то, что сейчас где находятся дети, это неизвестно. Где их искать, в какой стране. Я вообще не понимаю, кто их сюда звал, эту Россию, и вообще, зачем они здесь были нужны. По-моему, прекрасно Украина жила без них. Літо 2022 року – це доволі трагічний час для Херсонського обласного будинку дитини, бо ці події почалися саме звідти. Наприкінці серпня до будинку дитини приїхала депутатка Держдуми Яна Лантратова разом із Інною Варламовою, майбутньою дружиною депутата Держдуми Сергія Міронова. Вони відвідували дитбудинок кілька разів, про це є багато доказів в соцмережах, які вони самі залишали за собою. І метою їх візиту, зрештою, як з'ясували ми пізніше, стало те, що вони хотіли забрати дітей. Кількох дітей вони планували забрати, і з якою метою встановити складно, але ми можемо сказати, що тоді викрали наймолодшу дівчинку дитбудинку Маргариту Прокопенка, якій не було навіть року, і також хлопчика дуже малого віку Ілля Ващенко. Йому на той час було близько 2,5 років. З якоїсь причини, напевно, росіяни думали, що в цих дітей нема родичів і ніхто, можливо, не буде їх шукати. Але українська влада з 2023 року, відтоді, як деокупували Херсон і почалися розслідування цих злочинів, викрадень дітей, українська влада намагається розшукати цих дітей і повернути їх. Наприклад, опікунка Маргарити Прокопенко, Дарина, вона відкрито звертається до лідерів світу і постійно просить допомоги, щоб їй вернули її названу дочку. У нас в Україні є сім'я з рідною старшою сестрою Маргарити. Ми пропонували росіянам через третю країну, що давайте, ми готові зробити тест ДНК, фізично привезти рідну сестру з родичами на територію третьої країни. Ви привозите цю дівчинку. Не ми, а от незалежні експерти зразу тут же роблять 2 тести ДНК, і ми публічно їх, а навіть не публічно, просто їх показуємо і співставляємо.
Ми знаємо, що це українська дитина. І автоматично дитина повернеться до своєї української родини. Ви можете уявити, яка реакція потенційна була на таку пропозицію з боку Російської Федерації. Тому вони ніколи на це не погодяться. Ніколи. С каждым прошедшим годом дети растут и меняются все больше, особенно те, кого российские власти вывезли в раннем возрасте. И с каждым годом их все труднее узнать на фотографиях, даже близким родственникам. Кроме того, по российским законам усыновители имеют право менять любые личные данные ребенка, вплоть до даты и места рождения. Опираясь на опыт других войн, независимая комиссия ООН рекомендовала Украине создать базу ДНК родственников детей, которых Россия депортировала или переместила. Есть дети, которые, как вы упоминали ранее, были совсем маленькими. Это малыши, и поэтому нельзя полагаться на их память или на то, что они смогут о чем-то рассказать. В этом случае реестр ДНК будет очень актуален и эффективен для идентификации детей с целью их будущего возвращения. Как рассказал уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубенец, власти собирают ДНК и направляют отдельные запросы по каждому ребенку в Россию, в том числе через стран-посредников. Но Москва затягивает процесс на месяцы и годы. Ініціатива чудова, але вона не буде працювати. Тому що росіяни ніколи не дадуть взяти справжній тест ДНК від української дитини. Напевно, стало важче працювати, бо процес, як я сказав, він непростий. Росіяни чітко розуміють, кожна повернута дитина – це потенційний свідок воєнних злочинів, які скоїли росіяни по відношенню до цієї дитини. Як ви думаєте, у них бажання багато повертати чи не багато? Российские власти утверждают, что не мешают репатриации, но отдавать детей готовы только на своих условиях. В соответствии с поручением президента России воссоединение проводится только в случае наличия обращений родителя или иного близкого родственника, который имеет соответствующие правовые основания. Российские государственные медиа не стесняются показывать, как украинские дети на оккупированных территориях и в самой России маршируют с триколором, разбирают и собирают автоматы, учатся управлять дронами. Военно-патриотические лагеря используются в том числе для их русификации, говорится в отчете лаборатории гуманитарных исследований Ельского университета. Там насчитали более 200 центров, где занимаются так называемым патриотическим перевоспитанием. Дітей змушують використовувати виключно російську мову, ходити в школи, навчатись по російській програмі, використовувати російські підручники, прославляти Росію. Треба співати гімн Російської Федерації, дивитися, як піднімається цей прапор, і бути гордим, що ти росіянин. Далі всі діти були членами так названих військових організацій, юна армія. Тобто це така, знаєте, так само один з елементів не просто русифікації, а вже мілітаризації українських дітей, як на тимчасово окупованій території України, так і на території Російської Федерації. Саме тому я щиро переконаний, що росіяни використовують українських дітей як джерело для майбутньої російської армії. Так называемым патриотическим воспитанием занимаются и в Симферопольской «Елочке», куда вывезли детей из Херсонского дома ребенка. К ним регулярно приходят сотрудники российских силовых органов, например, Росгвардии, Следственного комитета и службы судебных приставов. На День Победы детей водили к вечному огню, а на День России учили рисовать триколоры. В соцсетях «Елочки» написано, что они регулярно проводят мероприятия, чтобы привить детям, цитата, «чувство гордости и благодарности к родине». Вместе с этим систематическое размещение украинских детей в российские семьи и детдома, а также присвоение им гражданства России может значительно повлиять на их идентичность и нарушает их права, считают в независимой комиссии при ООН. Оккупирующая держава, в данном случае Российская Федерация, не имеет никаких полномочий изменять личный статус ребенка в соответствии с международным гуманитарным правом. Под личным статусом понимаются гражданство,
личность, семейные связи. Оккупирующая сила не имеет никакого законного права это делать. Кроме того, Конвенция о правах ребенка ООН требует, чтобы государство обеспечивало его право на сохранение идентичности, включая гражданство, имя и семейные связи. Все это нарушается, когда детей помещают в приемные семьи и передают на усыновление. Наївся, сьогодні спав садочку чи ні? Спав. Знов притворився. Спав. Коли Оля повернулася з Криму, то вона розповідала про ці делікатні моменти їхньої першої зустрічі з сином. Вони не бачилися майже рік. І це такий випадок, коли ти можеш порадіти за те, що дитина дійсно ще пам'ятала матір і впізнала її. Зараз, коли я розмовляю з іншими родичами дітей з дитбудинку, які або досі перебувають в Криму, або вже, на жаль, влаштовані в російські родини, то ці родичі бояться, що їхні діти їх просто не впізнають і, на жаль, будуть любити якихось інших людей. Не, ну малыш навряд ли меня может узнать, а девочка, я думаю, что ей 3 годика было. И 3 годика сейчас прошло, уже 6-й годик. Я думаю, может быть, память как-то и вспомнится. Весной 2023 года в связи с депортацией и незаконным перемещением украинских детей Международный уголовный суд выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Дети в соответствии с Женевской конвенцией пользуются особой защитой. Содержание ордеров держится в секрете, чтобы защитить жертв. Тем не менее, судьи палаты, рассматривавшие это дело, приняли решение обнародовать факт существования ордеров в интересах правосудия и для предотвращения совершения дальнейших преступлений. Мы обратились за комментарием в МУС, но они отказались предоставить дополнительные детали по этому делу. Мария Львова-Белова рассказывает в интервью, что вывоз детей из Украины – решение, которым она гордится. Когда мы стали уже, конечно, раскручивать, из-за чего это все, да, причины обвинений и так далее, то тут появилась гордость. Я говорю, этот ордер как орден. Потому что ты понимаешь, что то дело, которое там, ты делала для страны, стало заметным для огромного количества людей. В независимой комиссии ООН рассказали, что они пытаются сотрудничать со всеми сторонами конфликта и международными организациями, чтобы расследовать преступления, которые, возможно, были совершены в ходе этой войны. Но Россия не ответила ни на один из их запросов. Мы обращались к Российской Федерации по меньшей мере в 35 официальных коммуникациях. Ни в одном из случаев не было получено ответа. Мы запрашивали информацию, просили предоставить доступ, ничего так и не было сделано. Российские власти заявляют, что не признают комиссию по расследованию и поэтому не взаимодействуют с нами. Функціонал на папері, на жаль, дуже часто відрізняється від реалій, з якими ми працюємо в щоденному житті. Ніхто не може нічого зробити з Російською Федерацією, як країною, яка свідомо, публічно кожного дня порушує міжнародне гуманітарне право. Причому робить це в публічний спосіб і каже, а що ви нам зробите? Що? Нічого. Нічого. І це є трагедія сучасного світу. Российские власти регулярно ставят под сомнение и называют завышенными официальные украинские данные о количестве депортированных и перемещенных детей. Украина говорит о как минимум 20 тысячах детей. Эта цифра не менялась с 2023 года. Как нам рассказали в офисе омбудсмена, потому что ни у украинских властей, ни у международных организаций больше нет возможности вести подсчет на оккупированных территориях, а Россия игнорирует большинство запросов. В то же время в официальном отчете детского омбудсмена РФ о работе за 2022 год говорится, что, цитата, «Российская Федерация приняла около 4,8 миллионов жителей Украины и республик Донбасса, из которых более 700 тысяч – дети». Конец цитаты. Отдельно отмечается, что только 1500 детей были вывезены из детских домов и приютов. Очень простой всегда вопрос я задаю. Коллеги,
Если вы говорите, что мы украли детей, значит, на той стороне у вас должно быть 20 тысяч плачущих родителей, которые своих детей потеряли. Они где? Лично со мной мне никто ничего не сообщает. Говорят, я вот это все время просматриваю. А вдруг обменяли? А вдруг моих привезли? А этот вдруг нет. Пока мы работали над этим фильмом, украинским властям удалось репатриировать еще 3 воспитанников Херсонского дома ребенка. Среди них были Ангелина и Женя. Родственники не могли добиться их возвращения больше 3 лет. Это заняло столько времени, потому что Россия выставляет все новые и новые условия. Но Ангелине, Жене и Вите повезло. У них есть кровные родственники. А вот украинских сирот, которые в момент похищения находились под опекой государства, Россия возвращать отказывается.